Всем привет! История с попыткой захвата территории у лебедей, конечно, всех всколыхнула. У нас было два достаточно тяжелых дня, нервных. Это Австрия, Каринтия, вот там лебединое гнездо у нашего дома. Так что давайте посмотрим, что происходило подробно. И я вам расскажу сейчас про первый день. Вот видите, они строят гнездо, вот уже яйца в гнезде. Итак, поехали. Подъехал к дому, открываю ворота, а тут вот, ходит по окнам, смотрит. Ты что тут делаешь, а, дорогой? Кто сюда разрешил приходить? Ну, я еще не в курсе ситуации, не знаю, что произошло тут. На гнезде никого нет. А вот это какой-то чужой лебедь. Его наши загнали сюда. А кто же на гнезде тогда? Молодой чужой лебедь. А этот тут стоит. А ты кто такой, дорогой? Ладно, пойду посмотрю, кто там с той стороны. Да не бойся ты, не бойся. Я мимо пройду просто. Мне Ирина уже объяснила, что возник конфликт. Так, на гнезде никого нет. Наших нигде нет. Что появился чужой лебедь и стал предъявлять претензии. Наши, пойди воевать пошли оба. Соответственно, первый конфликт уже состоялся, я его не заснял, меня просто не было дома, я был в Филахе. А сейчас ситуация вот после первой стычки. Лебеди, когда возникает опасность, они покидают гнездо, как бы держатся подальше от гнезда, чтобы не привлекать к нему внимания. Вот. То есть, где сейчас наши, я даже не представляю. И вот развитие ситуации. Мы дома сидели, смотрим в окно, тут началась драка. То есть, наши вернулись, и вот самцы бьются. Бьются между собой. А кто это такие, что за самцы? Я во второй части. Я надеюсь, что завтра или через пару дней выйдет вторая часть про второй день. Там я дам такой полный анализ, что это было, что это за лебеди и, в общем-то, что произошло. А сейчас пока просто смотрим фактуру. А вот видите, самка ходит рядом, а там самцы бьются. Ну, я вышел. Ну-ка, брысь отсюда! Вышел их разнять. Ну-ка, брысь отсюда! Ну-ка, брысь отсюда! Разнять обязательно надо, потому что зачем вот это побоище тут нужно? Ну-ка, брысь отсюда! Ну-ка, прекратили! Ну-ка, прекратили! Ну-ка, брысь отсюда! Все! Все! Ну-ка, разошлись! Чужой самец один, но его подруга недалеко. Вот, потом с пирса я ее видел. То есть они претендуют на территорию. Все! Прекратили! Обалдеть! Вот все, их удалось разнять. Сейчас будет некоторый перерыв. Наши уходят Урчит, сюда, как он! Наши уходят сюда за дом. Вот здесь они будут отдыхать, приходить в себя. А вот этот гость, он не будет уходить. Ну, до крови его, а! Вот пока отношения не выяснены. То есть никто не победил, никто не проиграл. Была драка, но она не выяснила победителя, не выявила победителя. Ну-ка, иди отсюда! Ну-ка, иди отсюда! А я прогоняю чужака. Естественно, я не делаю это брутально, просто шваброй его гоню. Эти стоят, набираются сил. Там в одном месте у нашего была кровь. Видимо, его перо у него выдрали, что-то такое, немного. Вот. Но они пока
не сильно пострадали, ни тот, ни другой. То есть пока это все так было несерьезно. Да, ребята, а вам на гнездо надо возвращаться. Соответственно, тот нападатель, он не ушел. Он продолжает, вот я его там прогоняю, пытаюсь его прогнать, чтобы он уплыл. Но у меня это не получится. Идет дождь, довольно сильный дождь, я там вымок хорошенько. Я его пытался отогнать, но он не ушел. Он будет возвращаться снова и снова. Вот. Что, наваляли вам двоим? Молодцы. Наши тем временем стоят, приходят Вот в так себя. вот. Правильного или нет? Ну, я не знаю. Вот эти двое стоят, между собой не дерутся, а тот явно их бил. Нет, он бил только одного. Ну, одного бил, самца бил. Так что непонятно. Ну что, у вас разодрались все, да? Основная проблема, конечно, гнездо. Они должны вернуться на гнездо, она должна сесть на яйца. К счастью, день был довольно теплый. Он просто там на рейде стоит и все. И как этим подойти к гнезду? Понемногу начали спускаться. Давай, на гнездо надо идти. Ветер и дождь, уже холодно становится, надо на яйца садиться. Не этому досталось сегодня, да. Главная основная задача, она должна вернуться на гнездо и сесть на яйца. Им сейчас остывать совсем нельзя. Они должны вылупиться, птенцы должны вылупиться, буквально в любой день это может произойти, по сроку уже пора. И вот чужой тут, в тростнике, он видит гнездо тоже, но он ничего плохого гнезду не сделает. Но он тут как бы от меня подальше, от моей швабры, и здесь поджидает своих неприятелей. Вот он. Ну что, пойду провожать их. Самих не пустят, там этот злыдень. Ага. Опять он пришел, да? Опять пришел. Сейчас получишь у меня. Смотри, опять поднялся. Ну что такое? Давай отсюда. Давай. А мне опять приходится идти его прогонять. Потому что иначе будет драка. Я во второй части буду останавливаться на вопросе, стоит ли их разнимать. Да, их разнимать стоит, однозначно. Я в этом абсолютно уверен. Это не является никаким вмешательством в природу. Это, я думаю, большинство зрителей на моем месте поступили бы точно так же. Котики тем временем вышли, играют. Но обстановка очень напряженная. И они тоже это чувствуют, тоже понимают. Вот смотрите, наши подходят туда, но там вот соперник, он там. То есть я сейчас спущусь, потому что новый конфликт, он неизбежен. Вот. И здесь мы увидим, сейчас начинается очередная погоня. В этот раз не на участок, а они выплывут в озеро, и в озере уже у них будет следующее развитие событий. Вот. Это вот этот пришлый идет и идет за самцом, за нашим. Вот, они сейчас выйдут туда в озеро, и у них начнется очередной раунд. А там я уже не помешать, не вмешаться не могу. Но они будут перемещаться к соседям, на участке соседей, к соседям и там драться. У них будет несколько стычек еще. Я буду ходить по соседям. Вот на соседнем участке там работает молодой человек с собакой. Он их разнял. Вот. А потом через 2 дома и через 3 дома я приходил. Там тоже с хозяевами вместе мы их прогоняли, не давали им драться. Выгоняли их в воду.
Вот, видите, у них идет вот такая конфликтная ситуация. Но здесь явного победителя, явного такого фаворита пока нет, не выявлено. Они оба примерно одинаковые по комплекции. Ну, потом увидим. Ну, а яйца я охраняю, больше-то некому. У лебедей другие, более интересные занятия. Это соседи через 2 участка. Вот это один из лебедей. Я не знаю сейчас, кто это был. Он пережидает, в общем-то, спрятался от врага у соседей там за каким-то деревянным домиком. Вот там собака бегает. Она собака, кстати, лаяла, когда они там дрались. И вот этот парень, который там на пирсе, вот он метелкой разогнал их. Он услышал лай собаки и разогнал. Вот, я выбежал, когда они уже расходились. Вот, а они у соседнего участка там, ну, короче, весело им. Ну, вот он, яйца здесь, никому не нужные. Да. Все соседи вовлечены, конечно, в это противостояние, все активно переживают. Вот. И смотрите, теперь у них этап, который раньше был. У меня на канале есть видео, как лебеди делят территорию. Вот у них идет такое, они параллельными курсами вместе сворачивают. Вот супруга поплыла, переживает. А вот вместо того, чтобы на яйца идти сидеть, она переживает. Но она не вмешивается, она подплывет, посмотрит, уплывет. А те самцы, они будут вот так параллельными курсами друг с другом плавать. Ну что? Ну что? Победила. Победили, да? Победители. Победили. Несчастного, молодого. Запинали там вообще. Дай. Поощрительно. Конечно. Мол, молодцы же. Врагов прогнали. Брутально. И вот на этом противостояние первого дня завершилось. То есть гость уплыл. А тут сороки летают и вороны. Вот присмотрят ваши яйца. И что будет? Раздолбают и покушают. Запросто. Наши лебеди вернулись, но на гнездо не торопятся. Да, он его ждет на рейде, говорит, только попробуй покажись. А там вдалеке я увидел пару. Вот этот гость и его Что такое? подруга. А вот смотрите, утки приплыли. Тути-фрути, что ли, отстрелялись? То есть все это происходит рядом, Нет, она сообразила, что надо горошки собирать. происходит рядом с лебедями. Я как-нибудь эту тему раскрою. Много предрассудков, что лебеди там прогоняют всех с водоема, всех уничтожают. Не так. Она голодная тоже. Ну, она голодная, на гнезде сидела, понятное дело. У нас тут же утки вот с утятами на участке. И рыбы тут хватают. А тут же на участке у нас лысухи с 3 цыплятами. Все это в присутствии лебедей. План есть четкий. У них маршрут есть. Да, у них маршрут. 7 штук, да? Ну, это немного. Никаких брутальных каких-то конфликтов нету. Да. Ты давай на гнездо иди. На, иди. На. Ну, она уже наелась. Да, а этот вон плавает там. Ну, им надо сейчас немножко отдохнуть, набраться сил. А все начиналось так. Я сижу и смотрю, белый этот поднимается. Вот тут уже около террасы. И я Андрею говорю, ну-ка иди его прогони. И тут появляется еще, оказывается, там их 2. И оказывается, это был вовсе не наш, да? И оказывается, что один из них туда его, значит, гонит наверх. Так я говорю, этот вместо того, чтобы в открытое озеро как бы убегать, он почему-то к земле держится. Днем тепло, где-то плюс 16-17 градусов. И тут его погнал, он даже полететь, ну, взлетать все. Я думаю, ну сейчас улетит, слава богу. А вместо того он взял, свернул опять к земле. Ну тот его там и зажал. И этот подоспела помогать. Так это гадина, а? Да они оба Захватила такие, гнезда знаешь. и давай. У нее законный повод был этот гнездо-то оставить, потому что, ну как, враг пришел. Обычно она вот после такого купания возвращается на гнездо. Ты смотри там, чтобы действительно вороны какие-то не прилетели. Они нас боятся. Да они тут начали эти сороки с воронами тусоваться. И на всякий случай думаю, надо выйти. И тут ты пойди.
А я там гонял этих. Ну, главное, чтобы они его отпустили. Чтобы тот сообразил, что надо уходить, и все. Ну, они как бы его накажут, и он больше сюда не поедет. Да мне кажется, что это... Давай, крыльями, давай. Вот так. Разминку. Разминка. Там может оказаться, что это самочка была, вот эта, которую гнали-то. Да хрен его знает. Им все равно. Да, ну им-то все равно, да, вот они просто чужого прогоняют, но... А ночью где-то 6, ну 8 градусов, достаточно холодно. Он не плывет, он там его караулить будет. Куда он поплывет? У него там такое развлечение. Ты что? Сейчас выплывет, и он начнет его лупить. Ну, будем надеяться, вернется. А тот будет сидеть. Ну, я этим сказал пару часов. А ну там они, да, пусть, говорит, пусть он у нас, говорит, пусть побудет, и мы его типа потом отпустим. Но им тоже развлечение. Ну, возможно, это по правилам, по их программе. После конфликта надо немного побыть подальше от гнезда. Она просто наслаждается. И просто они как бы далеко не уходят, но вот на гнездо не садится. Да, и вот меня спрашивали, куда камень дели, который тогда достали из земли. Вот смотрите, он тут очень хорошо стал, на него коты становятся, там воды подпить, просто сидят. Он такой, вот Сейчас зайти. Сейчас вода поднялась еще в озере. Да. Даже- Ну, а яйца, гнездо они оставили на нас. Ну, говорит, вы постойте, покараульте, пока мы тут. Это купается там, да, Ну, это, на соседнем участке рядом. да, этот там охотится на врага. Я думаю, сейчас она придет. Ну, пусть она разомнется. Она перекусила, поплавала. Потенциальных проблем с гнездом две. Одна – это ночные температуры, достаточно холодно, и надо обязательно, ну, чтобы греть. А вторая – это сороки и вороны, которых довольно много вот в окрестностях. И вот сейчас ясно видно, 1, 2, 3, 4, 5. Вот 5 яиц. Очень хорошо видно отсюда. Мы действительно стояли и караулили. Их сейчас солнце греет. А мама там по делам отплыла. Ну что, она поплывет наконец-то на гнездо или нет? Вот, чтобы что-нибудь не случилось. Где там, говорит, мой Буратино шляется? Дело в том, что две сороки, семейство две сороки, живут буквально на соседнем дереве, недалеко от их гнезда. Все, говорит, я опять проголодалась, говорит. Я, говорит, плавала далеко-далеко, летала далеко-далеко, проголодалась, говорит. Уверена? Ну дай немножко еще. Ну да. Мы пытаемся выяснить, каким образом они договорились, почему вот этот натрапник вдруг уплыл. Вот смотрите, там два лебедя, это как раз вот этот визитер со своей подругой, они там. В этот раз не получилось у них, не получилось. Так, дорогуша, давай на гнездо. Сколько можно? Мне обедать пора, я вон пельменей привез, славянских. Не, она говорит, я еще поплаваю. Вы тут постойте. А тут сороки летают с воронами-то, а? Я во второй части расскажу, Не, плавает. какие варианты. Вполне возможно, это не было желание... Куда поплыла? Эй, маманя. Смотри, она вообще в какую-то не в ту сторону поплыла. Это не было желание именно захватить территорию. Возможно, просто это Вдруг еще кто-нибудь, да? было желание установить дистанцию с соседями. Вот наглая. Она знает, что мы тут стоим, То есть прогнать эту семью и расширить свой что мы ареал. присмотрим. И поплыла. Ты подумай, а? Вернись в семью. Вернись к детям. Эй, Расширить зону своего влияния. кукушка. Но у них вот не очень получилось. Не, говорит, я поплыла, говорит, мне достало уже. Пока этот не видит, муж не видит, никто не видит. Не, она на полном серьезе куда-то уплывает. Прошло довольно много времени, а мама на гнездо не возвращалась. Мы уже стали переживать, стали даже думать, а что, собственно, делать, если они так и не вернутся. Они должны были вернуться, мы понимали, что они вернутся, но на всякий случай такой провели мозговой штурм, а что мы будем делать, если нет. То есть оставлять на ночь яйца
на улице было, ну, невозможно. Яйца у нас здесь. А маманя уже с радара скрылась. Ну, вроде должна повернуть уже. Да, вроде поворачивает. Пока не видно, сейчас посмотрим. А мы пока вот караулим. Других дел-то нету. А нет, она уплывает. Говорит, пойду поплаваю. Ну, действительно, такая непростая задача, непростой вопрос. Ну что, мы с тобой дежурство по очереди, по часам будем. Мы волновались. Да, на гнезде. И, в общем-то, выглядывали с надеждой, что появится наконец. И Андрея припахать надо тоже. Пусть он тут на стул садится и на компьютере своем работает. Ну, в итоге, конечно, появится. К счастью, ну, все случилось нормально. Видимо, они просто какое-то время побыли подальше от гнезда. Ну, как положено по их протоколу. А потом мама вернется. А папа будет патрулировать, охранять. То есть этот трудный день, он, в общем-то, закончится нормально. И что делать теперь, пока не знаем. Если они не вернутся к ночи, что это, яйца домой забирать, я не знаю, что делать. Ночью будет плюс 6-7, они замерзнут. Ну, мы понимали, что радоваться, в общем-то, рано. Взял банку, погремел. Они этот звук знают хорошо. И вроде показались двое. Вот они. Я надеюсь, что они разобрались. Они немного погодя появятся. Радоваться рано. Потому что поединок, который состоялся, вот это небольшая битва и потом продолжение на соседских участках, они не выявили победителя. То есть они в конце плавали друг рядом с другом. Не было решено, кто из них сильнее, кто из них главнее. Давай скорее на яйца. А значит, был риск продолжения Ёлки-палки, я вот этого шоу. радуюсь, как ребенок. Ёлки-палки. Вот смотрите, разница между ними. Смотрите, морды какие. Вот у них головы, клювы. Это он, а это она. Давайте, перекусите. У вас нервы сегодня, конечно. Вот они вернулись. Драчка была настоящая. В общем-то, состояние неплохое. Интересно, как вы с ним договорились? Вы вот уплыли? А видно, что каких-то повреждений у них нет. У тебя даже кровь была, я видел. Да, да. Бедняга. Досталось тебе. Конечно, тот здоровый какой. А мы уж не знали, что с вашими яйцами-то делать. Да. Давай на гнездо быстро. Давай. Поплыла. А немного погодя, она будет садиться на гнездо, вот поплыла. Поплыла скорей. Давай. Садись. И потом смотрите внимательно, она будет дрожать. Я 2 раза вымок из-за вас полностью. Бегал там, разгонял ваши Все-таки шок был нешуточный. разборки. Давай, садись. Будет мелкая дрожь, которую раньше я никогда не видел у нее. Садись, давай. Сегодня у тебя такой день был. С развлечениями. Ну, я уже снимаю, уже отлегло. Хорошая. Ты хорошая. Давай. И поела, и поплавала. И в драках поучаствовала. Ну, слава богу. Ёлки-палки. Забирается наконец-то. Давай. Традиционная процедура перед посадкой. А сейчас будет долгая подготовительная процедура. Ну, посмотрите, интересно. Уже вылупиться должны со дня на день. А тут такие у вас. Давай, погрей их. А то совсем они уже. Давно не было тебя. Я видел это уже много раз. Ну, я думаю, часа 3
Уже продолжается вот это шоу вот это. С беготней и драками. Усаживание на гнездо. Да. А то и больше 4 часов. Ну, это целый ритуал. Посмотрю потом по времени. У меня все заснято. Все ваше шоу. Давай, садись. Вот так. Все, посчитала? Или переворачивать сейчас будешь? Все очень серьезно. Посчитала, да, все на месте. Я следил, все на месте, не переживай. Да. Вот, давай, усаживайся. Вот так, молодец, молодец. Погрей их немножко. Они уже соскучились, где там, говорит, мама-то наша. Вот так, да. Ой, нет, не получается. Нет. Вот обратите внимание, она сейчас будет мелко-мелко-мелко дрожать. Когда сядет, видимо, это последствия вот этого шока, который был перенесен. А оно постепенно успокоится. Как и мы постепенно успокоимся. Интересно, как все-таки они разобрались? Долго. Арчик тоже заинтересовался, говорит. Ну вы, говорит, лебеди даете. Ну вы даете. Он тоже переживал за вас. Котята, кстати, с интересом наблюдали вот за этими событиями. Что, села? Что дрожишь? Они тоже были шокированы. Ну, конечно, нервы такие тебе сделали сегодня. Дрожит все. Они видели в деталях вот эту драку у них. Страшно, конечно. Вся дрожит, смотрите. Успокойся, успокойся. Дрожит. Вам немножко осталось, немножко. Ну, дрожит вся. Конечно, такие сегодня события. Ну, вроде успокоилась. Тяжелый первый день подошел к концу. Ну, как видите, вот котик Вилли, у него специально своя кровать есть, он отдыхает. Подошел к концу первый день, но, как я сказал, отношения не были выяснены. И продолжение выяснения отношений случилось на следующий день. И в этот раз все было гораздо брутальней. Пришлось нам садиться в лодку и буквально спасать одного из лебедей, как раз того, который нападал. Потому что наш лебедь в этот раз явно одержал явную победу. И ничего лучше не придумал, как просто взять и попытаться утопить своего противника. Но этого мы ему сделать не дали. Смотрите вторую часть, я постараюсь ее сделать максимально быстро. Там будет второй день, брутальный день, будет битва на воде, будет битва на земле. И там я вам расскажу версию, какая у нас с Ириной в итоге получилась версия. Я вам расскажу о том, о чем я не говорил раньше, о том, о чем мы догадались, в общем-то, гораздо раньше. Но я просто не хотел ломать некоторую картинку. Сейчас эта картинка сломалась сама по себе. Поэтому смотрите вторую часть. Продолжение следует. Но все будет хорошо, не волнуйтесь.